Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня с вами поговорим о том, какие вещи, какие предметы ни в коем случае нельзя выносить из дома. Почему? Потому что эти вещи, эти предметы являются сакральными, и они отвечают за изобилие, достаток и благополучие в вашем доме. И вынося эти вещи, давая кому-либо, вы тем самым можете потерять все. Есть вещи, которые даже родным и близким нельзя давать. Давайте вместе с вами будем разбираться, что категорически нельзя выносить из своего дома. Первое, друзья, иголки. Запомните раз и навсегда, все иголки, которые находятся в вашем доме, они только ваши и членов вашей семьи. Дело в том, что иголка считается достаточно такой вот сакральной вещью и очень личной даже. И иголками никогда нельзя делиться, а также нельзя передавать и пользоваться чужими. Бывает так, что люди живут в коммунальной квартире или думают о том, что они живут с соседями в мире, в согласии. И бывает так, что ой, срочно вот мне нужно одолжи мне иголку. Ни в коем случае такое не делайте. Почему? Потому что когда вы одалживаете иголку, даже буквально на какой-то определенный промежуток времени, знаете о том, что если человек с какими-то в этот момент был завистью, он злился на что-то, ему что-то не нравилось, у него какие-то проблемы, то вы этим самым через иголку можете на энергетическом плане подхватить к себе. И это со временем уже материализуется вашу жизнь. Кроме того, бывает так, что вам нужно кому-то дать иголку. Ну, например, приехала к вам мама, ваша близкая родственница, подруга, вот у нее срочно что-то порвалось, да, и нужно зашить. Что в этом случае мы делаем? В этом случае обращаем ваше внимание, перед тем, как дать пользоваться вашей иголкой, вам нужно обязательно вдеть нитку. То есть вы сами своими руками должны вдеть в нитку, которая нужна вашим близким, родным, кто попросили, и после того, как они зашьют, заштопают, вам должны дать именно в руки. Это очень важно. Кроме того, любая иголка, которая есть в вашем доме, вы должны понимать и знать о том, что где она у вас должна храниться. То есть они должны быть у вас храниться в одном месте, а не так, что и там разбросано, и там в шкафчике, и там, и там. Почему? Потому что таким образом, когда вы не знаете, где у вас иголки и так далее, через иголки делается подклад, и вы можете не обратить внимания и взять эту иголку в руки. А в этом случае что у нас начинает действовать? У нас начинает активизироваться подклад. Поэтому, чтобы такого не было, запомните раз и навсегда, у вас иголки должны быть в одном месте, о которых должны знать только члены семьи. Также старайтесь, когда к вам кто-то приходит в гости, ничего не шить, не вязать, ничего не делать, все, что связано вот с колюще режущими предметами. Также еще один совет, когда вы храните иголки, они должны всегда храниться с ниткой, которая должна быть где-то в ушко. И это, обращаем ваше внимание, касается всех иголок в доме. Почему нужно именно так делать? Когда вы именно так делаете, то вы никогда не будете знать, что такое нужда, что такое нищета, что такое денежные проблемы. Возможно, вы замечали, что у ваших бабушек в так называемом серванте, да, или каком-то в шкафу всегда вот иголки были с нитками. Многие игнорировали это правило, а вот наши бабушки на этом, к сожалению, или наши прабабушки на этом, к сожалению, акцента не делали. Поэтому сейчас, вот после просмотра этого видео, обязательно подумайте о том, как, первое, иголки должны быть все в одном месте, второе, они должны быть, каждая иголка должна быть где-то ушко, и также у вас должно быть одно место. Также старайтесь никому никогда не давать иголки. Далее, девочки и мальчики, следующая вещь.
который имеет сакральный смысл, это булавка. Поэтому никогда не давайте булавку из своего дома. Даже если к вам пришли в дом, бывают какие-то ситуации, что-то нужно срочно с булавкой, вы должны понимать и то, что вы не знаете, с какой мыслей у вас просит булавку. Также булавку может, например, находясь у вас дома мама, родная, близкая, сестра, одолжить у вас, попросить у вас булавку, да. Конечно, вы не сможете отказать. Что в этом случае вам нужно делать? Перед тем, как дать булавку, вам нужно сказать: возьми, но я ее тебе не давала. Либо другой вариант, да, передавая булавку, вы легонечко можете уколоть того человека, кому вы будете ее давать. Не нужно это делать прямо больно, а просто вот легонечко укололи. Таким образом, вы уже не передаете свое изобилие, достаток и благополучие. Также смотрите на булавки в вашем доме. Очень часто бывает такая ситуация, что женщина, девушка, барышня покупает булавки ввиду там каких-то своих моментов и складирует. И там булавки у нее, там булавки валяются и так далее. Очень важно, чтобы вы смотрели на сами булавки. Нет ли у вас ржавых булавок, нет ли у вас поломанных булавок. Почему? Потому что такие булавки, даже находясь в вашем доме, они выполняют защитную функцию. Даже если вы им не придали, не провели с ними никаких практик. Поэтому в случае, если у вас есть такая булавка, обязательно ее нужно изымать и обязательно ее нужно выбрасывать. Но помните, старайтесь ее же такую булавку как можно быстрее. И если вы носите булавки для защиты от сглаза, от негативных посылов и так далее, в таком случае, девочки и мальчики, если вы, например, работаете в коллективе, где у вас полный террариум, да, понимаете, все злые, недовольные, сплетни, постоянно склоки, но вас устраивает начальник и зарплата, то в таком случае чуть ли не каждый день проверяйте вашу булавку. Почему? Потому что в таком случае булавка может принять в любой момент удар. Кроме того, она может у вас потеряться, поломаться и так далее. Кроме того, на работе никогда никому не давайте булавки. Бывает так, что, знаете, есть такие вот наборчики маленькие, где есть булавка, иголочка, ниточки, несколько пуговичек и так далее. Вы это носите для себя и никому не оказывать не должны помощи или давать булавку, потому что вы не знаете, еще раз повторимся, с какими помыслами человек к вам обращается. Вы должны понимать и то, что мы с вами живем в такое тяжелое время, когда каждый человек не хочет думать головой, а считает, что он использует магию, то она сработает в его сторону, но он тоже ошибается. Магия, если она сделана с нанесением ущерба, то она все рано или поздно вернется. И вернется в тройном размере. Помните, пожалуйста, об этом. Далее сахар. Сахар также никогда никому не давайте. Почему? Потому что сахар в вашем доме отвечает за достаток, за счастливую жизнь, за благополучие. Также ни в коем случае никогда не давайте сахар в долг и никогда не выносите из своего дома, потому что вместе с сахаром вы можете вынести из дома счастье. Возможно, вы замечали, что, например, вы кому-то из соседей в коммунальной квартире, или бывает так, что вы дружите с кем-то, вы кому-то одолжили сахар, потому что хозяйке далеко идти в магазин, нету и так далее, срочно вот что-то нужно, и вы видите, что у вас могут начаться в семье и какие-то конфликтные ситуации, ссоры, скандалы, начинает происходить что-то непонятное в доме. Вы должны понимать и то, что таким образом, вынося сахар, давая его в долг, вы тем самым отдаете и свое благополучие. И кроме того, обращаем ваше внимание, чем больше сахара вы выносите из своего дома, тем больше неприятностей будут приходить в ваш дом. Да, за одну секунду это не происходит, но бывает так, что все накапливается,
накапливается, и в один момент это все возвращается к вам. Обращаем ваше внимание, что если вы на работе устраиваете чаепитие, и вам нужно иметь сахар, или вы приносите сахар, в таком случае не выносите сахар из дома. Зайдите по дороге в магазин, купите пачку сахара, то, что какой сахар вы любите, там, темный, светлый и так далее, и принесите его на работу. Но никогда тот сахар, который находится дома, ни в коем случае нельзя выносить из дома. Бывает так, что вы идете кому-то в гости, даже к своей маме, родной сестре, к брату и так далее, и алло, слушай, купи сахар. Или, знаете, не говорят купи сахар, слушай, можешь мне отдать сахара? В таком случае вы должны купить его по дороге, но не выносим из своего дома. Также это очень важно, обращаем на это ваше особое внимание. Далее соль. Вы должны понимать и то, мы уже неоднократно с вами говорили о том, что соль имеет достаточно сильные энергетические свойства. И соль, если вы обращали внимание, мы с вами ее можем проводить во многих магических практиках. Она может помочь нам и защититься от сглаза, она может привлечь изобилие, достаток и благополучие, открыть дорогу и так далее, и так далее. То есть у соли достаточно множество таких вот магических свойств. И кроме того, с помощью соли, к сожалению, могут повлиять на ваше самочувствие, на вашу жизнь, на ваше здоровье. Поэтому, когда у вас просят соль, даже буквально щепоточку просят соли, потому что вот буквально, ни в коем случае не давайте, потому что это не к добру, потому что в таком случае вас хотят забрать вашу силу, ваше счастье, ваше здоровье, ваш достаток. Еще один момент. Бывает так, что вы едете где-то в путешествие, в командировке, особенно, например, те, кто едет в автобусе на дальние расстояния, ездят в поездах, вот, и, соответственно, мы любим что? Мы любим трапезничать, да, и бывает так, что вы, например, кушаете, да, там, ту курочку, яйцо, у кого что, и подходят к вам и просят у вас соли, потому что, как бы они говорят, они забыли о соли. Никогда соль не давайте. Объясните, что вы не даете соль. Извинитесь, но почему? Потому что таким образом у вас также могут забрать ваше здоровье, ваше благополучие, ваш достаток. Вроде такое простое действие, но вы должны понимать и то, что с каким умыслом пришел к вам человек, он вам не знакомый. И, к сожалению, потом вы будете очень долго разгребать те проблемы, те ситуации, которые нахлынут и придут в вашу жизнь. Обратите на это особое внимание. Далее домашняя посуда. Тарелки, ложки, вилки, кастрюли никогда, ни при каких обстоятельствах нельзя выносить из дома. Это ваше, и это принадлежит энергетике этого дома. Помните об этом. Далее эту посуду вы должны понимать и то, что вы своими руками, своими мыслями, что отдаете? Вы отдаете свое благополучие, свой достаток, свои отношения, любовь, здоровье и так далее. Также никогда не берите и чужую посуду. Бывает такая ситуация, что вас чем-то угостили. Что в этом случае делать? В таком случае вас угостили, например, на тарелочке, вас угостили то ли пирожным, тортиком, какой-то вкусной едой и так далее. В вашем случае эту тарелку помыть и ни в коем случае не отдавайте ее пустой. Положите печенюшку, конфеточку, какие-то фрукты, тоже яблочко, тот же мандарин, но никогда не отдавайте из своего дома пустую посуду. Запомните, когда вы кому-то хотите подарить, даже если это родная мама, сестра, неважно, никогда также не дарите пустую посуду. Всегда обязательно ложите денежку. Это очень важно. Или другой вариант, попросите, чтобы они дали вам символическую плату за такую вот домашнюю утварь. Обращаем на это ваше внимание. Многие не знают об этом, и вы должны понимать и то, что вот каждое наше действие в нашем дорогом и любимом доме приводит к определенным ситуациям. Все это накапливается и потом превращается в ужасные последствия. Далее, друзья, обувь.
Вы должны понимать о том, что обувь – это очень такая вот сокровенная вещь для каждого человека. Вспоминайте, когда вы идете в магазин и покупаете обувь, вы как ее покупаете? Просто так? Нет, вы ее надеваете и вы себя чувствуете, это ваша обувь или нет. Но дело в том, что через обувь вы можете обмениваться с другими людьми энергетикой. Поэтому обувь никогда нельзя надевать чужую. Также, почему? Потому что так же самое не стоит брать даже вот не на пару дней, не на пару часов и так далее. Потому что обувь это ваш собственный путь, ваша дорога. И когда вы берете, надеваете чужую обувь, даже если это родной мамы или близких людей, вы должны понимать, что вы таким образом уже осознанно или неосознанно меняете свою судьбу. И какая судьба у того человека, вы точно не знаете, потому что у каждого человека в жизни, в доме есть свои маленькие скелетики. И на что вы в конечном итоге придете, никто не знает. Помните об этом. Ну и последнее, друзья, это веник. Веник – это такой сакральный предмет, который должен быть обязательно в каждом доме, даже если у вас есть пылесос. Но какой веник, девочки и мальчики? Не искусственный, а самый настоящий, который делается из проса, потому что это действительно вот такой веник будет и оберегом, и талисманом, и он будет помогать вам в жизни. Также не забывайте о том, что никогда нельзя ничего давать из дома в понедельник, иначе это не только к безденежью, но и также это к проблемам в жизни. Помните, пожалуйста, мы желаем всем вам мыслимых и немыслимых благ. Девочки и мальчики, мы надеемся, что наши советы и наши рекомендации вам помогают в жизни. Обязательно поделитесь этим видео с теми, кому вы знаете, что это видео и эта информация будет полезна и важна. Ну а прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два всплывающих окна. Это следующее рекомендованное видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам мыслимых и немыслимых благ, друзья. Услышимся в следующем видео.